Всем привет, с вами Наталья Рукодельная. Сегодня расскажу, как я сделала одежку для своей бутылочки под уксус. Это самый обычный уксус, который я использую не в кулинарии, а для уборки. Один из вариантов – это убрать налет на мойке. Смотрите видео по подсказке сверху. У нас вода оставляет очень сильный белый налет, поэтому приходится часто все мыть. Ну вот я решила украсить свою бутылочку, чтобы хранить уксус было не только удобно, но и красиво. На бутылочке оставила прозрачную полоску, чтобы было видно уровень жидкости. Все остальное задекорировала шпаклевкой и массой из яичных лотков. Мне вообще очень нравится такой декор бутылочек под камень. Мне кажется, что смотрится он достаточно стильно. Ну что, начнем? До начала декорирования я наклеила малярный скотч на горлышко и боковинку, и только после этого обмазала шпаклевкой всю бутылку. Мазюкала как придется, в этом случае чем будет поверхность бугристее, тем лучше. Однако все равно мне захотелось ее сделать еще более неровную, и вооружившись стеком и водой, я это с ней и сотворила. Оставила все сушиться на ночь около батареи, по моему опыту лучше как следует шпаклевку просушить. После этого покрыла акриловым лаком и еще просушила. Лаком я красила, потому что буду позже смывать краску с бутылки, и если лаком не покрыть, то шпаклевка может тоже смыться. Следующий шаг – нанесение элементов декора, и их я решила сделать из папье-маше, потому что такие детали более пластичные. У меня были формы готовые, сначала я их смазала клеем ПВА, чтобы лучше вытаскивались, и заполнила их массой. Как следует утрамбовала массу, чтобы все детальки отпечатались на ней, и сверху убрала лишнее, разровняла. Подсушила около батареи буквально полчасика и аккуратно, вынув детальку, на ПВА приклеила к бутылке, стараясь не повредить узор. Вокруг узора еще раз прошлась кистью с клеем, стараясь, чтобы не было никаких зазоров между узором и шпаклевкой. После этого заполнила массой второй элемент и сразу еще один. Также оставила их подсохнуть около батареи и потом приклеила их по тому же принципу, что и первый узор. И уже теперь оставила опять все сушиться на ночь. Потом элементы из папье-маше покрасила белой акриловой краской, потому что они были серые. Дала часа 2 высохнуть и пошкурила поверхность из шпаклевки, чтобы она была более ровная. Следующий шаг – окраска. Взяла коричневую гуашь и, немного смачивая кисть в воде, нанесла краску на всю бутылку, стараясь прокрасить все трещинки и впуклости, потому что выпуклости и так сами покрасятся. Не забыла пройтись и по донышку. Когда закончила красить бутылку, краска уже немного подсохла и впиталась куда надо, и теперь можно аккуратно смывать. Взяла влажную ткань и начала смывать до нужного мне цвета. На этом этапе только ваша фантазия может подсказать, какой и где цвет оставить. Теперь надо еще оставить сохнуть и лучше опять на ночь, а потом покрыть все лаком. Я покрывала блестящим лаком из баллончика, потому что бутылочка будет соприкасаться с водой, и с таким лаком она будет жить дольше. Вот, собственно, и все. Мне осталось только вставить насадку, чтобы удобнее было использовать уксус, и поставить бутылочку на видное место, чтобы любоваться ею. Спасибо всем за визит. До следующих встреч!